Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, Юлия Латынина на связи. Юлия, приветствую вас. Александр, здрасте. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к нашей беседе. Это все вживую, как обычно. QR-код, который видите возле меня, это возможность взять и, так сказать, канал поддержать, и никого не дожидаясь, вопрос написать в процессе эфира. А так, ваши вопросы будем максимально их стараться, скажем так, использовать в финальной части программы. Сообщество YouTube, там есть анонс нашей встречи, можно заблаговременно их оставить. Клуб зрителей Шелеста, милости прошу, присоединяйтесь к камерной аудитории, там тоже вопросы в процессе эфира можно оставить. И, конечно же, чат трансляции, он вживую, но в самом-самом финале, поэтому досмотрите, пожалуйста, эфир до конца. Опрос сегодняшнего эфира я предлагаю вот такой, и в конце итоги подведем. Кто победит в противостоянии Украины и Венгрии? Представляете, вот как неожиданно. Варианты. Зеленский, Орбан, Путин, Трамп. Вот такой, скажем так, у нас расклад. И на самом деле ситуация просто выходит за пределы, скажем так, просто вот таких вот заявлений про живот, предвыборной риторики. Все думают, что дружба является первопричиной. А вполне возможно, что как раз-таки и наоборот, как бы события и следствия поменялись местами. Значит, выяснилось вдруг внезапно, что ФБР проводит совместно с венграми расследование о том, что какие-то дельцы незаконные, в общем-то, орудуют и денежки отмывают. Мафия прям целая. С украинцами, прежде всего, бывшими генералами то ли СБУ, то ли разведки, тут данные разнятся. И вот накрыли инкассаторскую машину. Украина Государственного банка, Ощадбанка, поднимает крик, говорит: венгры, что ж вы делаете, вот пожалуйста. А там выкатывают умопомрачительные деньги. За 2 с лишним месяца миллиард плюс перевозили, как бы продавали фальшивые слитки, перевозили в Украину. И какие-то очень интересные высокопоставленные люди там орудуют. И как-то объяснимо сейчас риторика Зеленского, что, мол, я скину адрес и телефон Орбана, да, военным из ВСУ, потому что Орбан блокирует выделение денег в Украину, и уж те с ним поговорят. Это прям шокирующее, поразительное политическое заявление. Видимо, инкассаторов освободят тоже. Ну, смотрите, инкассаторы там тоже, как выяснилось, непростые. Понимаете, ребята? А я еще ничего не знаю. Я как раз видела только заявление Сибиги, которое меня, конечно, совершенно потрясло, потому что когда обычно силы, как я понимаю, там чуть ли не антитеррористическое подразделение одной страны задерживает около 80 миллионов чего-то. Там 40 миллионов наличкой долларов, 35 миллионов наличкой евро и еще 9 килограммов золота. То, ну, как бы такие вещи бывают. Вот, например, в августе, по-моему, 2025 года 11 миллионов задержали американцы наличными. Но я не картеля Синалоа, по-моему. Но, если я ошибаюсь, мексиканское правительство не протестовало. Вот. И, соответственно, когда такая вещь происходит, то прежде всего, ну вот я так представляю, звонят Сибиги, допустим, из Ощадбанка и говорят: слушайте, да, у нас 80 миллионов захватили. Но прежде всего, значит, в такой ситуации ответственный министр иностранных дел приложит все усилия выяснить, что все-таки были за деньги. Потому что... Так, а у нас не исчез звук? Нет, все хорошо, все отлично, да. Да, потому что в какой-то момент почему-то прекратилось. Должен выяснить, что за деньги, потому что вдруг он попадет в неудобное положение, потому что, ну, сами по себе такие гигантские суммы, да еще в стране, которая все время просит деньги на войну, и вот как раз проблемы с 90 миллиардами, кто-то куда-то везет 80 миллионов долларов. Это в ситуации, когда только что расследование НАБУ, когда мы видели пленки про откаты, когда мы видели господина Галущенко, у которого на счету в Германии, в Швейцарии оказалось 112 миллионов. То есть, прежде всего, в такой ситуации, с моей точки зрения, ответственный чиновник должен проверить все, что произошло, чтобы не попасть как урвище. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, если оказывается, что эти деньги какие-то не такие, непосредственно с чем-то связаны. А вдруг мы видим заявление господина Сибиги, и что в нем удивляет, я, например, из него не поняла, кто
кто куда чего вез. Я даже не поняла, везли в Венгрию или из Венгрии? Из Нет, Венгрии, в Венгрию из Украины, или из Украины в Венгрию, или из Венгрии Ощадбанк куда-то дальше. из Австрии в Украину на инкассаторских машинах. Вот венгерская пресса пишет так. Из Австрии везли деньги в Украину. А вот эти дельцы, о которых я сказал выше, они орудовали на территории Венгрии и Дубая и попали в разработку ФБР. Ну и, соответственно, руками местных спецслужб вот это все сейчас и происходит. Сиярто вышел уже с заявлением, говорит, ребята, надо, чтобы Украина вообще-то объяснила, а что это как бы на инкассаторских машинах Госбанка деньги мафии возят. Так ответ для Сиярто прост. Возможно, тут государство, картель, государство, мафия. Уже настолько все пропитано и сквозит вот этими коррупционными деньгами. Так вот, я говорю, что я просто по минимуму заявляю, да, по самому минимуму беру. Мы еще не знаем подробностей. Мы даже, вот вы сказали, наконец удовлетворили мое любопытство, кто куда вез, а в заявлении господина Сибиги, обратите внимание, это непонятно. То есть господин Сибига или сам не разобрался, куда именно везли деньги, или не счел нужным нам это объяснить. А согласитесь, это вызывает вопросы, потому что, ну, как бы если кто-то обладает такими гигантскими возможностями, что он может министру иностранных дел попросить сделать заявление, что называется, на веру. Да, вот ты знаешь, мы тут куда-то везли 80 миллионов наличкой. Ты, пожалуйста, об этом скажи. Кто же этот человек, который, значит, господина Сибигу мог поставить в такое неловкое положение, если выяснится, что деньги какие-то не такие. Тем более, если вы говорите, что это связано ровно с тем, что расследовало ФБР. Как нехорошо будет выглядеть, вам не кажется? Уже выглядит нехорошо. И я думаю, что вот это вот прям ажиотаж, который сейчас поднимается, это прям черный лебедь. По-настоящему черный лебедь. Потому что ровно вчера все как бы опять... Ну, Трамп ничего ж нового не сказал. Говорит, Зеленский, нет карт, давай, принимай решение, подписывай, давай уже как бы... Путин на все согласен, а ты нет. И тут мы видим на следующий день вот такое опубличивается. Причем вели их месяц, вот эти потоки. Конкретно там генерал СБУ, одна пресса пишет венгерская, другие пишут, что разведки. То есть тут надо уточнять. Мы, я думаю, прояснится. Мы сейчас в прямом эфире, просто сложно там верифицировать информацию. Плюс действительно вот такой пассаж дипломатический. И абсолютное оторванное заявление Зеленского на фоне перезапуска дружбы и по дружбе. Ситуация действительно выходит уже из-под контроля. А Орбан красиво изображает сильного, волевого. Говорит, я ничего не боюсь, выходит из своего дома, ему там встречает камера. Говорит, я не боюсь ничего. Зеленский ему фактически расправой пригрозил в таком мафиозном стиле. На фоне, конечно, визита в Москву, скажем так, Сиярто, на фоне того, что отдали двух венгров с украинскими и венгерскими паспортами, воевавших за ВСУ. То есть какой-то абсолютный провал. И когда Орбан говорит, мы ответим силой, так вот, ответили, получается, силой. Какие последствия этого вот могут быть, если так поразмышлять об этом противостоянии украинско-венгерском? Ну, смотрите, во-первых, конечно, заявление Зеленского фантастическое. Я, ну, просто, например, там, я от Путина не припомню таких заявлений. Я вообще, не говоря уже о том, что каким-то странным образом предполагает Зеленский использовать вооруженные силы Украины. Это новый способ. Не говоря уже о том, что, знаете, самое худшее, это когда под твоими заявлениями, с одной стороны, они выглядят как заявление босса мафии, мы типа пошлем ребятишек разобраться. А с другой стороны, ведь понятно, что не пошлют. Вот это как бы совсем смешно. То есть это такая сцена в овальном кабинете 2, когда человек получает плюсы у своей коренной аудитории, украинской, вернее, он думает, что получает плюсы, ну, видимо, и получает.
А с другой стороны, в самой Венгрии это производит такое впечатление, что мы видим, что даже лидер венгерской оппозиции, то есть человек, который непосредственно против Орбана на выборах, из-за которых все и происходит, говорит, что эта вещь недопустимая и встает на сторону Орбана. Я такого, честно говоря, опять же не припомню в истории человечества, чтобы накануне выборов, демократических выборов, лидер оппозиции вставал на сторону своего соперника и говорил, что это полное безобразие. А вот Алексей Арестович у меня вчера в эфире очень хорошо сказал, что, обратите внимание, говорит он, что риторика Зеленского давно не антирусская, а антиевропейская. Что Украина Зеленский не только умудрился поссориться со всеми соседями, но и все время предъявляет счет то Европе, то Венгрии, то главным образом Трампу. И вот тут-то мы, собственно, приходим к самому главному, вокруг чего все это вращается. Во-первых, вокруг выборов в Венгрии. И очень трудно предположить, чем это кончится, поскольку на самом деле это зависит от того, кто победит на выборах. А я не могу понять, кто, потому что есть разные опросы общественного мнения. Одни в эту сторону, другие в эту сторону. Так что давайте не будем гадать на кофейной гуще. А вторая главная вещь, зато которую можно совершенно точно сказать, что ведь игра, которую в данном случае играет Зеленский и играет с благословения Евросоюза, это не игра против Орбана, это игра против Трампа. То есть против все-таки основного сюзерена мира, в том числе человека, от которого в значительной степени зависит, будет ли Украина существовать. То есть Зеленский в данном случае, если раньше он выполнял как бы роль только инструмента тарана евробюрократии и демократов против России, то теперь его используют как таран против Трампа и его европейских союзников. Я не думаю, что Трампу это нравится, и вот возможно, что эти 80 миллионов, сильное у меня подозрение, что это ответ. Почему на фоне событий вокруг Ирана, мы о них поговорим достаточно предметно, но все-таки давайте как бы уйдем в Ближний Восток с территории Украины. Россия говорит, что будет продолжать переговоры. Более того, смотрите, с точки зрения дел, не заявлений, а дел, ну, сейчас произошел большой обмен. Вчера 200 человек, сегодня 300 поменяли. То есть Мединский как бы об этом объявляет у себя. Здесь Зеленский, все радуются обмененным, все говорят, что да, сейчас на паузе из-за Ирана, но как бы мы готовы продолжать нечто, но никто ничего не уступает. И Лавров, который говорит, что испаряется дух Анкориджа, тоже вроде как не против переговорщика, ну, как это, посредника в переговорах Америки, хотя как раз-таки ближневосточная история дискредитировала и Виткофа, и Кушнера как конкретно переговорщиков, потому что сами переговоры были просто ширмой, да, удар готовился заранее, и многие, когда началась СВО Трампа в Иране, говорят, ага, Иран, а потом мы следующие, я имею в виду россиян. И прям делают такие прям очень серьезные прогнозы, что действительно, а кто дальше? Дальше не Китай, дальше как бы Россия. Но Россия, в общем-то, за то, чтобы переговоры происходили дальше. Получается, что обо всем договорились, просто чего-то ждут. А если ждут, то чего? И как вы видите перспективу переговоров российско-украинско-американских на троих? Никак. Переговоры закончены. Остался переговорный процесс, когда все стороны изображают, что они до чего-то договариваются. Переговоры были впервые сорваны, когда европейцы после Анкориджа сказали, что они хотят во всем поучаствовать и полностью поддержали Зеленского, несмотря вот на все, что мы видим. И они были окончательно сорваны в Мюнхене. Обратите внимание на резко изменившуюся риторику канцлера Мерца, который сначала говорил о том, что вот с Россией надо договариваться, а теперь рассказывает, что эта страна в состоянии Тифстенбарбера и глубочайшего варварства. Как вы понимаете, это, во-первых, означает, что Германия, да и, собственно, остальные страны Европы, они делают все, чтобы поддержать Зеленского в его стремлении воевать бесконечно. А с другой стороны, обратите внимание, какой валютой они платят за это Зеленскому, ну, собственно, уже 4 года. Они платят дешевыми словами.
как бы парень, вот сейчас пытаются американцы и израильтяне курдов нанять, чтобы те воевали против Ирана. И как-то, судя по всему, курды пока говорят, а нафига это нам? Это уже действительно, ну а нафига это им как бы таскать чужие каштаны из огня? Так вот, Зеленский, вместо того, чтобы сказать, а нафига это нам, украинцам, говорит, ой, тут это самое, дали 350 миллиардов долларов, так замечательно, мы как бы вот с удовольствием, мы все будем воевать, мы будем стачивать друг друга, а потом оказывается, что стачивают друг друга за те деньги, которые куда-то ехали налом через Венгрию. Что В том за... числе. Да, и за слова канцлера Мерца, которые за то, как хорошо звучат, как их приятно перескать по телемарафону. Не только мы говорим, что эти русские генетические рабы, но вот и канцлер Мерц тоже подтверждает. Что вообще происходит с Зеленским в контексте там отправки специалистов по ПВО на Ближний Восток? Я, если честно, с точки зрения рациональной, этого хода вообще не понял. Понятно, там пиар, понятно, прикрутить Украину к событиям, которые сейчас весь мир трясут и по ценам на нефть, и без цен на нефть, и вообще, в принципе, Америку трясут, потому что все говорят, Трамп, ты ли это? Подменили тебя. Ты нам другое обещал на выборах. От него отворачивается или он сам как бы отфутболивает ближайших сторонников, ярых идеологических сторонников. А Зеленский говорит, я вот отправляю, да, отправляю и... Ну, так подождите, а что, закончились обстрелы России и Украины? Здесь как бы обойдемся без этих специалистов. Хотя ровно 3 дня назад у него была другая риторика. Я обменяю на перемирие, я обменяю на ракеты для Патриота. А в конце концов он вышел и сказал, ой, нас США попросили. Как бы опять бросая тень на все того же Трампа и как бы идет наперекор самому Дональду Федоровичу Зеленский. Какое место Украины вот в этих глобальных разворачивающихся событиях Третьей мировой, которые уже окрестили войной Ближневосточной? Ну, по большому счету никакой. В том-то и дело, что Зеленский с точки пиаром пытается это приделать. Он это пытается приделать не первый раз. Вообще для Зеленского эта война очень много значит в плане пиара. Для него очень невыносимо, видимо, когда спотлайт, когда свет рампы переходит на какого-то другого актера, он отступает на второй план. Он уже привык, что он 4 года выступает на подмостках. Вспомним, как 7 октября, после того, как случилось 7 октября, то первое, что одна из вещей, которую заявил Зеленский, который заявляла украинская пропаганда, что, дескать, там было использовано оружие, которое россияне захватили украинцев и передали, соответственно, Хамасу, что выглядело совершенно подозрительно. И, насколько я понимаю, не буду вдаваться в подробности, но одна из причин, по которой израильтяне все время возражали против передачи оружия, особенно собственного Украине, заключалась в том, что они всегда говорили, мы знаем, где оно окажется. Но это так. Но, тем не менее, Зеленский это заявил. Зеленский очень хотел поехать в Израиль. Вот только в Израиле в этот момент Зеленского не хватало. Даже ходили слухи, что он просился на самолет госсекретаря. Что ну, вот это буквально называется «steal the show». Это, знаете, как это фотобомбинг. Так, люди склоняются, и тут приходит какой-то другой человек и заслоняет камеру. И то же самое мы здесь видим. Это была чисто такая русско-украинская новость. Я не думаю, что очень много людей на Западе ее всерьез обсуждало, и тем более в Эмиратах. Потому что первое предложение президента Зеленского – вы нам прекратите войну, а мы вам пошлем ценных специалистов. Ну, вы знаете, простите, пожалуйста, а вы же только что везде говорили, что наоборот, вам нужно американские ПВО, вам нужно западное ПВО. Если у вас есть такие ценные специалисты, которые обладают таким гигантским опытом, то, собственно, зачем вы все время просите чужое ПВО? Вы же сейчас предлагаете свои услуги тем самым людям, у которых вы, наоборот, другого рода услуги такие же требовали. И, конечно, это сильная
история. У меня тут есть старый пятак, давайте я поменяю его на ваш новенький Мерседес. Ну, когда не получилось поменять на Мерседес, то выяснилось, что пятак пытаются пристроить так. Как вы сами справедливо сказали, у меня вопрос, ну, чтобы хоть какой-то пиар был. А у меня справедливый вопрос. Вот у Украины не хватает войск, в том числе и войск ПВО, внутри страны. Все время нам Украина говорит, что обстреливают тут, мы не можем сбивать. Вы представляете себе театр военных действий на Ближнем Востоке? Радиус действия иранских дронов. Если это специалисты, которые поедут защищать американские военные базы, я вас уверяю, на американских военных базах есть чем отстреливаться, не говоря уже о том, что, как мы видим, иранские обстрелы радикально слабеют, то есть их способность наносить ракетные удары уже очень сильно уменьшена, их способность наносить дроновые удары, очевидно, какое-то время сохранится, но дроны, как известно, погоды не делают. То есть там, с одной стороны, невозможно предсказать, куда он полетит, а с другой стороны, это не такой уж большой ущерб. То есть это, как всегда, мы имеем дело с... Пожалуйста, вот вспомните, есть такой Добчинский, вот мы сейчас... Сбивайте дроны в Украине. Вы же говорите, что это плохо получается. Хотя, конечно, теоретически можно сказать, что да, конечно, украинские команды научились хорошо сбивать, в частности, те же самые шахеды. И это правда, но, понимаете, Украине сейчас самой нужно. Не Юлия, до жиру, живу. по поводу Ближнего Востока. Есть прям ряд ну, как бы комментаторов, да, есть ряд ученых, историков, которые разбираются там в теориях игр, их активно как бы показывают и на американском телевидении, и в американских соцсетях, которые дают расклады, что Трамп проиграет эту войну. Что вы об этом думаете? И правда ли, вот как Политико написали, будет война США и Ирана длиться 100 дней, это кошмар для Трампа. Это вот прям кошмар для Трампа, интересов Америки на Ближнем Востоке. И ну, как бы Иран, который, да, Израиль как причина, обозначенная Трампом, и Иран как, собственно, ну, вот, сторона, которая заявляет, что они готовились, и они готовы, и они прямо ждут сухопутную операцию. Это было сенсационное выступление министра иностранных дел на Хоть американском, никакой сухопутной операции, вы о чем? на как бы, американском телевидении, где у него спрашивают, ну что, типа, готовы вы к переговорам? А Иран говорит, нет никаких переговоров. То есть затянутый конфликт априори равно поражению Трампа. Вы согласны с этим утверждением? И может ли вот это поражение политическое, да, прежде всего и внутриполитическое американское, перерасти, ну, не в то, что в военное. Понятно, что Америка мощная военная страна, но, скажем так, в абсолютно иной результат, которого Трамп точно не хотел по итогам начала своего СВО. Нет, я совершенно не согласна. Более того, я думаю, что это заявление из серии пиара. Как правило, как раз демократы таким занимаются. Им, если Трамп пойдет по воде, они скажут, что он не умеет плавать. И это типичное пиар-заявление, которое переносит все вот желаемое заявителю события в будущее. Это вот очень немножко из серии, как Кирилл Буданов говорит, что Россия должна распасться, или там наша цель – распад России. В общем, все оно будет в будущем, да, через некоторое время, вот по тому же сценарию. В каком-то будущем там Рашка распадется, выплатит компенсации, Путин исчезнет. И здесь то же самое. Там, в таком-то будущем Трамп проиграет. Значит, если по поводу этой войны, я, во-первых, начну с того, что, с моей точки зрения, это не война против Ирана, это гибридная война против Китая. И это уже вторая фаза этой войны, потому что первая фаза этой войны – это была Венесуэла. Как мы видим, она увенчалась полнейшим успехом не в том смысле, что Трамп все перевернул в Венесуэле, а в том, что он абсолютно минимальными усилиями создал новую геополитическую ситуацию. У него не такой большой апсейд, у него не такой большая выгода,
но у него очень низкий даунсайд, у него очень низкие инвестиции. Соответственно, здесь мы видим то же самое, потому что Трамп себе не поражение обеспечил уже в первые часы этой войны, ликвидировав Аятоллу Хаменеи, потому что одна из основных целей этой войны – это сказать иранскому руководству: ребята, вы не будете заниматься ядерным оружием, иначе мы будем убивать столько ваших руководителей, там, сколько нужно, чтобы эта простая истина до вас дошла. Но, возвращаясь к Китаю, я бы сказала две важных вещи. Вот еще раз повторяю. Это война первая. Конечно, гибридная война против Китая, в которой союзники Китая вышибаются один за другим, потому что мало того, что Китай стал чрезвычайно экономически могущественным, вдруг в новой геополитической обстановке оказалось, что те страны, которые раньше считались странами-изгоями и ничего из себя не представляли, но вот где-то они там болтаются, оказывается, они вполне себе соединились в серьезную цепочку вокруг Китая и в конечном итоге угрожают действительно американскому доминированию. Соответственно, это типичная иллюстрация того, что называется ловушка Фукидида. Я напомню, что это такое. Это когда существующая сверхдержава мира видит, что подрастает новая молодая сверхдержава, ну или региональная сила, и начинает против нее войну, потому что опасается этого зарастающего могущества. Это, собственно, было впервые описано Фукидином в его книге о Пелопоннесской войне. Спарта испугалась растущего могущества Афин. По тому же принципу развивалась, например, Первая мировая. Британия испугалась растущего могущества Объединенной Германии. Вот сейчас мы видим вариацию на ту же тему, которая, обратите внимание, в связи с новой международной обстановкой, естественно, не включает войну напрямую в лоб, но это было бы безумием, а включает, как я уже сказала, обрубание союзников. Я обращаю ваше внимание, что главным, конечно, сейчас державой, которая пострадает, является Китай просто по той причине, что они теряют доступ, скорее всего, к иранской нефти, которую они мало того, что получали в большом количестве, так еще и по цене с 20% рыночным дисконтом. Венесуэльской тоже. Вторым пострадавшим, конечно, является Европа, потому что, несмотря на то, что она не непосредственно получала иранскую нефть, она сейчас сидит с очень дорогими нефтью и газом благодаря перекрытию Ормузского пролива, поражению, соответственно, Ираном всяческих перерабатывающих заводов вплоть до Катара. И, соответственно, от этого, поскольку от российской нефти и газа она пытается отказываться сама, то это автоматически приводит к тому, что главным бенефициаром, в том числе и относительно Европы, являются Соединенные Штаты, которые будут туда поставлять свою нефть и газ по достаточно дорогой цене. Это не забудем, что Соединенные Штаты, несмотря на всю свою экономическую мощь, они еще и являются энергоизбыточной державой, в отличие от Китая, который энергодефицитный. И обратите внимание на ситуацию, которая происходит в России, потому что для нее это, конечно, время кризиса, и это время, с одной стороны, больших опасностей, а с другой стороны, больших возможностей. Я напомню знаменитую историю про Киссинджера, который сказал, что китайский иероглиф кризис пишется с ключом опасность и с другим иероглифом, который означает возможность. Это не совсем так, потому что там действительно есть ключ опасность, а вот вместо возможности есть переломный момент. Но, тем не менее, это на самом деле практически так. Вот в чем заключается для России кризис как опасность, так и возможность? В том, что, с одной стороны, сейчас Россия становится для Китая суперценным союзником и в качестве такового может торговать собой. То есть цена ее рыночная возрастает, например, к вопросу, вот, что эта война значит для Украины. Россия может договориться с Соединенными Штатами со словами: парень, давай мы как бы будем меньше помогать Китаю, а ты нам за это дай Украину. Собственно, это приблизительно то, о чем и пытались договариваться Путин и Трамп в Анкоридже, потому что, типа, давайте вынесем эту войну за скобки.
А с другой стороны, опять же, я рисую такой абсолютно трагический для России сценарий. Представим себе, американцы дают России дальнобойные ракеты, Украине дальнобойные ракеты, и Украина выносит российские нефтяные терминалы. Ну и Китаю опять же становится плохо. Я не думаю, что этот сценарий произойдет, но просто чтобы представлять себе разброс возможностей, в котором для России открывается гигантское поле для игры, потому что она игрок в этой ситуации, в отличие от Украины, которая, ну, где Зеленский максимум, что может, это рассказывать, что он Орбану пошлет этих, а ближневосточным государствам пошлет тех. Странное заявление было, и я хочу, чтобы вы его прокомментировали. Америка разрешила танкерам российским отправлять в Индию нефть, а до этого как бы запрещала. То есть очень интересное заявление Путина на днях было о том, что, слушайте, европейцы, вы там хотите до конца месяца с нами все, да? Так мы закончим раньше. Значит, у нас есть другие точки, сейчас как бы точки сбыта, рынки растут, углеводороды дорожают, поэтому мы, в общем, не хотим с вами. Ну и, собственно, вот такое заявление американцев, оно больше как вдогонку ситуации, потому что и так бы понятно, что эта нефть продалась бы, да, Индии. Я разрешаю солнцу светить, сказал император. То есть какая-то странная логика, понимаете? Но то, что все поменялось с войной и с ближневосточной бедой на этом рынке, все видят и ощущают. Вопрос только, зайдет ли куда дальше. И, собственно, как меняется мир и миропорядок на фоне вот этой энергетической катастрофы, которую все сулят, но которую, в общем-то, очень грамотно используют для того, чтобы не политикой, нет, а это Путин объяснял в комментарии, не политикой, а именно вот бизнес-интересами руководствоваться. Слушайте, ну никакой энергетической катастрофы не произойдет. Рынки уже отыграли повышение этой нефтяной цены. Ну хорошо, она будет в сотку. Так у нас, я помню, была нефть и по 120, и ничего, все гуляло и свистело. Вопрос, как я уже сказала, кто будет бенефициары этой сотки. Бенефициары этой сотки совершенно очевидно Соединенные Штаты и Россия по умолчанию. Вы совершенно справедливо сказали, что нефть бы в Индию шла и так, но там, по этому поводу Трамп раньше возмущался, а теперь он сказал, что так и быть, он разрешает солнцу светить. Ну, собственно, вот, наверное, по поводу нефти и все, что можно сказать. Угу. Главное. Насколько у Трампа серьезные внутриполитические проблемы на фоне этой войны? Ну, когда Такер изгнан из МАГА, когда у него там ключевые союзники, в общем-то, отворачиваются от него, да, на фоне его обещаний, это немного, конечно, ну, в общем, должно как бы озаботить председателя Совета мира, который ввязался и начал большую войну. Или, как бы, знаете, это все были на самом деле не сторонники Трампа, а как это, попутчики. Вот выгодные они были на время избирательной кампании или там первый год президентства, а на втором можно ими пожертвовать. Нет, это гигантская проблема. Это главная проблема, которая сопровождает демократии, которая показывает, что, возможно, у демократии есть системные проблемы, которые не могут быть преодолены. Они заключаются в том, что в современной демократии огромное количество избирателей не понимают войну, которая ведется из стратегических соображений, говорят, а нафига это нам? То есть, если среднему американцу сказать, понимаешь, вот Китай восходящая стратегическая звезда, которая, значит, отъест Америку там. Он, во-первых, этого вообще не понимает, он только понимает, что у него бензин дорожает. Вот это единственное, что он понимает, не говоря уже о том, а если окажется, что надо проводить наземную операцию, которую поэтому и не проводят, ну, то это вообще все. Хватай мешки, вокзал отходит, это полная катастрофа. Типа зачем? И, собственно, это именно то, где современные демократии, у которых очень короткий цикл целеполагания,
который рассчитан на победу на следующие выборы, и будут проигрывать странам просвещенного абсолютизма, особенно Китаю, которые умеют думать тысячелетиями. Ну, как бы, если у вас политики способны думать, если у вас политики государственные деятели, которые способны думать о долгом, а и у вас политики, которые думают только о том, как победить на следующих выборах, то в стратегическом смысле понятно, что первая страна имеет преимущество. Вот Трамп пытается думать стратегически, он действительно играет в эти пятимерные геополитические шахматы очень здорово, но посмотрим, поймет ли этого американский избиратель. Не смогли преодолеть нужное количество, нужный порог голосов в Сенате. Дважды, по-моему, пытались запретить Трампу использовать войска, но это не нашло никакой поддержки. И кажется, что вот эта система Трампом обуздана. Ну, все же как говорили, помните, придет Трамп, он там наворотит делов, все говорили, да успокойтесь, это вот у нас дипстейт, у нас система как бы сдержек и противовесов, он все равно как бы во главе системы, никуда, мол, этот Трамп не денется, будет делать то, что, собственно, то, как ему, какие флажки выставит система. А Трамп абсолютно перекроил и внутриамериканскую, и мировую, скажем, такую адженду, да, какой вообще есть этот мир и какие его правила. Есть ли риск Третьей мировой в прямом смысле этого слова, откровенном, на фоне вот такой перекройки миропорядка, чем, собственно, абсолютный властитель Америки Трамп затеял? Риск Третьей мировой всегда есть. Он, собственно, есть с того момента, когда сцепились Россия и Украина. Я не думаю, что он велик, но я обращаю ваше внимание, что то, что сейчас происходит, это в значительной степени такой, знаете, спрос на отложенные войны. Вот я уже сказала, что, конечно, операция Трампа – это операция против Китая, а не против Ирана. Иран тут просто удобный союзник, через которого можно атаковать. Но я обращаю ваше внимание на видео, которому лет 40, и на котором Трамп в 1980 году, молодой Трамп, говорит, ну нифига себе, эти ребята захватили наших дипломатов. Мы должны их разнести в щепки, и это поймет весь американский народ, потому что иначе они обнаглеют. А вот действительно, тогда, в 80-м году, мы имели дело вот ровно с тем обстоятельством, которое характеризует современную демократию, что она очень не хочет воевать и готова найти любые предлоги, чтобы не воевать. А между тем, если бы в 80-м году разнесли иранцев, захвативших американских дипломатов, ну, точно так же, как, я не знаю, в свое время войска генерала Напьера английские разнесли абиссинского негуса, который захватил британских дипломатов в заложники, проложили 400 километров железной дороги по джунглям, дошли до места, где держали этих заложников, и сказали, знаете, так не получается. Мы этого не потерпим. То мир бы избег множества проблем, и в том числе, простите, бедный иранский народ, который живет при совершенно ужасном режиме и продолжит, скорее всего, жить при совершенно ужасном режиме, потому что или погрузится в еще большую страшную вещь хаос, когда все будут убивать всех, и там белуджи азербайджанцев, и азербайджанцы иранцев. И это будет тоже вполне себе устраивающий Соединенные Штаты и Израиль эффект, потому что лишь бы не делали ядерного оружия. А если вы не делаете ядерного оружия, потому что вы воюете сосед с соседом и погрузились в каменный век, ну уж, извините, ребята, нас тоже устраивает. Так вот, обратите внимание, что вот то, что Трамп делает, он разрешает отложенные конфликты, отвечает на те стратегические задачи, которые есть у Соединенных Штатов. Там интересы, скажем, России могут тут не совпадать с интересами Соединенных Штатов, но интересы Соединенных Штатов диктуют именно это. В то время как, например, вот есть прекрасный пример Евросоюза, у которого есть абсолютно чудовищная стратегическая угроза – это исламская миграция. Вместо того, чтобы как-то на эту угрозу реагировать, каждый демократический политик в Евросоюзе, типа Кира Стармера,
заискивает, соответственно, перед своими исламскими избирателями. И мы видели совершенно удивительный момент, когда Кир Стармер, даже потерпев от исламских же избирателей совместно с левыми поражение на выборах в Манчестере, страшное поражение, да, тут же что сделал? Пригласил на Рамадан чуть ли не в Вестминстерский собор, я не помню куда точно, но, в общем, какое-то очень знаменитое место, глав мусульманских общин. И там, соответственно, он рассказывал, что вот мы не участвуем в операции Трампа, обратите внимание, это все выглядело, ну, как-то совершенно дико. И кто-то уже пошутил, что вот исламские страны, которые участвуют в операции Трампа, это Бахрейн, Катар, Кувейт и так далее. Исламские страны, которые не участвуют, это Франция, Испания, Великобритания и так далее. То есть, обратите внимание, вот полная неспособность, причем врожденная, связанная как бы не с то, что человек дурак, а вшитая в сам механизм принятия государственных решений демократических лидеров при наличии серьезного исламского избирателя, вот этого трибалистского голосования, принимать стратегические решения, которые будут чрезвычайно затратны в экономическом и в первоначальный момент, да, в которых надо вкладываться и которые вызовут большое сопротивление части населения. Вот она очень характерна для Европы. Россия помогает Ирану или нет? Последние сутки это прям очень интересный вопрос. Министр иностранных дел Ирана его там несколько раз спрашивали в этом интервью на американском телевидении. Он ухмылялся, отвечал витиевато, что Россия всегда помогала. Песков тоже ушел от ответа сегодня по мотивам. И вот тут же очень интересен этот момент взаимопомощи. Одни утверждают, что так если бы Китай и Россия не помогали Ирану, Иран бы уже вот как-то Тегеран за 3 дня, то есть уже бы все, как бы часы бы длилось, да, после убийства Хаминеи. Другие говорят, нет, Иран самодостаточная держава, и, в общем, помощи никакой не требуется, только вот подстраховать на самый крайний случай, до которого далеко, потому что все идет по плану Хаминеи. Не знаю, видели вы эту публикацию или нет, Financial Times. Короче, это Хаминеи все придумал, как надо воевать и как Иран будет воевать с американцами в случае вот таких ударов. 12-дневная война с Израилем Это он была... по плану на небеса попал. 12-дневная война – это репетиция. Да, Хаминеи всегда был очень осторожен. И его как бы, все думают, что, собственно, этот удар, да, по нему, скорее всего, превратил в мученика. Девочки, Хаминеи с семьей и, соответственно, поднявшийся мусульманский люд, все шииты, они, серьезный моральный перевес имеют в этой войне после того, что сделали американцы и израильтяне. Причем расследования сегодня опубликовали, скорее всего, это били американцы. Ну вот поэтому, скажем, по школе, да, с погибшими девочками. Так вот, есть ли это помощь извне или нет? И как вы оцениваете перспективы Ирана воевать долго? Я думаю, что Иран может воевать долго, но обратите внимание, что, собственно, в чем заключается война. Война заключается в том, что американцы и израильтяне с воздуха абсолютно безнаказанно, без каких-либо сколько-нибудь реальных попыток сопротивления, выносят инфраструктуру, выносят иранских официальных лиц. Очевидно, они будут выносить их столько, сколько им понадобится, до полного уничтожения способности Ирана каким-то образом атаковать Израиль или союзников США на Ближнем Востоке. И этому Иран абсолютно ничего не может противопоставить. Вот просто абсолютно ничего. Более того, мы видели очень впечатляющую демонстрацию того, на что способна современная система искусственного интеллекта. Я имею в виду, как вычислили в начале войны, где находится Хаминеи, где находятся его советники. Напоминаю, даже по этому поводу даже уже были публикации, что это был анализ с помощью искусственного интеллекта гигантских систем наблюдения, камер, где вычисляли
и человек этого не мог бы вычислить, где вычисляли не передвижение самого Хаминеи, а передвижение охраны, там, как они разговаривают по телефону, какие паттерны, кто куда едет, кто куда собирается и так далее, и так далее. То есть я обращаю ваше внимание, например, на то, что Соединенные Штаты и в предыдущих войнах пытались уничтожить непосредственно в начале руководителя. Это Муаммар Каддафи наносили удары и Саддама Хусейна, они остались в живых. А сейчас мы видим, что все в эре искусственного интеллекта совершило главный переворот. Она совершила... Ракеты-то остались прежними, но ракеты летят действительно точно в цель, и от них не спрячешься. Вот это вот как огонь с неба поражает. И, соответственно, вот это американцы и израильтяне могут делать бесконечное количество раз, как я уже сказала, и устранять руководителей Ирана столько потребуется. Другое дело, что с обратной стороны Иран обладает очень большой прочностью в том, что касается силовиков. 2 миллиона силовиков, которые не просто заточены на то, чтобы подавлять любые протесты, а которые в очень бедной стране пользуются административным преимуществом за счет того, что они, ну, на самом деле, там, контролируют бизнес в этой стране, варят какие-то дела, кому-то покровительствуют. И в тот момент, когда в стране исчезнет их власть, то эти 2 миллиона человек за свою жизнь. Поэтому они будут сражаться, естественно, против любых протестующих, которых ну, невозможно вооружить в таком количестве, которые не вооружены. Соответственно, 2 миллиона человек ракетами не вынесешь. И с большой вероятностью, поэтому иранский режим как режим уцелеет, или, как я уже сказала, с меньшей вероятностью два других исхода. Либо начнется развал страны на части, и, как я уже сказала, это вариант, который тоже устроит США или Израиль, либо еще с меньшей вероятностью придет какой-то какой-то человек, который, вот как в Венесуэле, будет договариваться с Соединенными Штатами. Ну и четвертое, знаете, вот как это, как в анекдоте, если монетка встанет на ребро, это если такой человек возьмет и отдаст власть шаху. Мы не будем рассматривать это в качестве хоть сколько-нибудь серьезного варианта, но все-таки надо вспомнить, что такой вариант существует, особенно с точки зрения пиара. Но в любом случае получится следующая ситуация, что поскольку современные войны такого рода никогда не доводятся до полного логического конца, то есть они не доводятся до стадии оккупации непосредственно территории и превращения ее в провинцию, как это было раньше. Что, кстати, очень хорошо, потому что после того, как вы превращаете какую-то страну в провинцию, ее колонизуете, вы за нее хотя бы отвечаете. Да, то есть вы начинаете там что-то делать, поднимать как-то, даже не поднимать уровень жизни, а просто поднимать уровень управления, образования и так далее. Когда вы эту страну не собираетесь оккупировать и не можете оккупировать, ну, потому что там, вам засмеют, голову открутят, и вы потеряете кучу своих солдат, которых вы не собираетесь терять, там, вас за это сожрут ваши политические противники и так далее, то в итоге получится, что обе, конечно, стороны будут претендовать на победу, потому что Трамп совершенно справедливо скажет, смотрите, я сделал ту стратегическую вещь, которую я хотел, я ослабил Китай, и я превратил Иран в силу, которая больше не может играть роль силы, противостоящей США на Ближнем Востоке, особенно вот финансирование всех этих милиций, всех этих террористов, плюс производство ракет и ядерного оружия. Все. Тем или иным способом, мытьем-то катанием ее нет. А с другой стороны... Он это может сказать и сейчас. Он это может сказать уже сейчас, в том Вот числе... сегодня прям выйти и сказать, смотрите, мы такой ущерб нанесли, поэтому все. Но вопрос тут, а что будет Александр, делать Иран? В том-то и дело, что он это может сказать уже сейчас, и это ответ на ваш вопрос, потому что, как говорил Сунь Цзы, есть победа, есть не поражение. Не поражение себе Трамп уже обеспечил. А точно так же, как это не парадоксально, у Ирана есть очень большие шансы на непоражение, потому что, опять же, если только страна не развалится на части,
то айталы всегда могут сказать: «А мы в дамках, мы все сохранили, Сулеймани мученик, Хаменеи мученик, вот его преемник, мы продолжаем идти к Аллаху». Вы в начале ответа на вопрос пели дифирамбы технологическому превосходству Америки. Yes. Так а чё ж они девочек убили? А, как бы сказать, нет-нет, да такая вещь в войне и происходит. Я обращаю ваше внимание, что американское командование, во-первых, сказало, что оно расследует данный инцидент, что, кстати, всегда хорошо, потому что, ну, конечно, понимаете, девочек ужасно жалко. Мы не знаем, сколько их было, но это был удар по школе, да, расположенной на территории или рядом с территорией базы КСИР. Но, тем не менее, очень важно в такой ситуации реакция на ошибку. Да, реакция на ошибку американского командования. Мы расследуем, мы посмотрим, это сделали мы или израильтяне. Они не показывали пальцем, но как бы, да, мы расследуем и примем меры к минимизации подобных вещей в будущем. Вот мне, кстати говоря, очень не хватает, когда российская ракета промахивается в Украине, опять же, по военной цели, а никто не стреляет в России по гражданским. Другое дело, что иногда не очень тщательно проверяют цели, как это всегда случается на войне. Вот мне не хватает, когда российская ракета прилетает куда-нибудь не туда, заявление российского командования о том, что, ребята, мы разберемся, чтобы такого в будущем не происходило. И обратите внимание, это очень важный момент. Мне кажется, вот что интересно в этом ужасном случае, это реакция нормальных военных, ну, в частности, американских. Я не знаю, насколько они тщательно будут расследовать, но они в любом случае сказали, что они будут расследовать, потому что, конечно, они заинтересованы в том, чтобы такие вещи минимизировать. И реакция пропагандистов, причем с обеих сторон. Сейчас разберем. Мы, кстати, сейчас придем к одной из самых важных вещей, потому что это, мне кажется, психологический, идеологический эффект этой войны очень важен. И вот смотрите, я тут несколько минут у вас займу. Во-первых, я вижу, естественно, реакцию самой иранской пропаганды, которая этот абсолютно ужасный случай использует со словами «нет, это вот специально ударили по девочкам». И обратите внимание, говорит, что ударов было 3. Это официальное заявление Ирана, и оно, очевидно, неправильное, хотя потому что один удар бесспорно подтверждается. Мы не знаем, сколько там, еще раз повторяю, жертв, но очевидно, что какое-то достаточное, в общем, в любом случае гораздо больше, чем, ну, как было бы в справедливом мире. Второе. Меня совершенно потрясла реакция некоторых пропагандистов с другой стороны. Я даже тоже это вчера разбирала с Алексеем Арестовичем, когда начали говорить, что, во-первых, это иранцы сами себя обстреляли, ну, то есть это типа случайно свалилась иранская ракета, это все пропаганда, это все фейки и, значит, какие-то другие запущенные видео. И третье, даже, значит, один из крупных блогеров-многотысячников, профессор Преображенский, выдал, что он уверен, что это сами иранцы закопали землю взрывчатку и типа потом взорвали, чтобы обвинить бедных американцев. Меня потрясли вот эти вот варианты, да, во-первых, она его не брала, во-вторых, она его вернула, в-третьих, он был с отбитой ручкой, во-первых, это упала иранская ракета, во-вторых, это все фейки, а в-третьих, это взрывчатку закопали сами иранцы, чтобы обвинить несчастных американцев. В том, что на первый взгляд это, ну, как бы абсолютно безумная пропаганда, которая не соответствует тому, что можно объяснить, что случилось, и там еще раз, это абсолютно ужасно, что дети погибли, что девочки погибли, но такие вещи на войне случаются, и мы понимаем, почему это случилось. Потому что летела на соседнюю или даже находящуюся буквально вот на территории объекта, вернее, и базу КСИР, которая то ли была рядом, то ли просто школа находилась на территории этой базы. И вот возникает вопрос, а для чего человек насилует наши мозги, насилует наши когнитивные способности, и в ситуации, когда есть вполне рациональный ответ, начинает рассказывать, что типа это иранцы сами взорвали.
И это очень интересный момент, потому что он это делает для того, чтобы отключить возможность у своей целевой аудитории когнитивного восприятия действительности. Да, от того, чтобы сломать им мозги. От того, чтобы люди перестали идентифицировать факты и разбираться сначала, что случилось, а потом выносить свои суждения. И для того, чтобы у них просто перестала существовать действительность, а существовало вот только коллективное мнение, и он занимает самую крайнюю, абсолютно безумную позицию. Иранцы сами закопали взрывчатку в школе и сами взорвали. И объявляет все остальные позиции фашистскими и нехорошими. Это абсолютная технология взламывания мозгов. Это абсолютная технология когнитивной войны, которой, кстати говоря, пользуются точно так же иранцы, когда они говорят, что тут вот 3 ракеты прилетело и специально целились по девочкам. И она, что делает, она превращает? Она превращает мир из цепочки трагических событий, в которых каждая сторона имеет свою правду, в каких-то абсолютных злодеев, типа иранцев, которые, видите, там своих собственных девочек специально взорвали, и абсолютных белых эльфов, у которых никогда ничего не летит в другую сторону. Ну, это мы наблюдаем с 22 года в России и Украине в этом противостоянии. Но тут есть еще один очень важный фактор. Я хотел бы, чтобы вы высказались по этому поводу. Опять-таки, да, то есть, вы хотите говорить, что этого не было, да? Видите, лучше же сказать, что закопали иранца. То есть, вы понимаете, работа, да, с этими аудиториями. Нет, во-первых, закопали, во-вторых, это все фейк, а в-третьих, это упала иранская ракета. И верить надо сразу в 3 возможности одновременно, а если ты не веришь, ты фашист. Тот же Арестович, он у вас был вчера, у меня в понедельник, он говорил о том, что это фейк, этого не было, у него там есть информация, данные, а потом оказалось, что информация о том, что это фейк, понимаете? Александр, я хочу заступиться за Алексея. Я сейчас объясню, что с ним, как бы я понимаю его резон. Дело в том, что после того, как появились подлинные фотографии, появилось также много очень фейковых фотографий с иранской стороны, которые были разоблачены как фейки. И это действительно были или фейковые сгенерированные фотографии просто искусственным интеллектом, либо какие-то другие фотографии. В одном случае, я помню, это были в Пакистане похороны жертв ковида, вот эти вот детские гробики. И тут было очень легко перепутать, потому что я, когда увидела эти сведения, сама полезла разбираться, что же фейк, а что же не фейк, и получила, специально разобравшись, твердый ответ. Да, есть объективные подтверждения и Reuters, и Washington Post, и BBC о том, что действительно было попадание в школу, это не фейк. Но есть гигантское количество вот этих вот фейковых, вот этих фото, которые показывают сотни детских гробов. Вот это фейк. И я даже тут не буду делать никаких дальнейших выводов, потому что, к сожалению, такое очень часто бывает. Берут какие-то абсолютно фейковые фото и иллюстрируют ими. Кто-то, может быть, делает это специально, кто-то мог даже и... Так что я просто объясняю, что увидел Алексей и почему он ошибся. Дело не в том, что там Алексей сам объяснит, там дело не в этом. Дело не в том, что кто что увидел. На это расчет. Это очень важная тема, которую мы подняли. Но у меня в контексте нее есть очень важный вопрос. Извините, Александр, конечно, на это и расчет. И я обращаю ваше внимание, что вот как профессор Преображенский со своей зарытой бомбой, так и те люди, которые постят фейковые фото с 150 гробов, естественно, у меня возникает, а если у них настоящие? Если там 150 гробов или там все-таки жертв гораздо меньше, почему вам нужны фейковые фото? Если Нет, подождите. То все они занимаются когнитивной войной против наших мозгов, и все они хотят нам рассказать, что их сторона белая, а та, Это понятно, но есть фактор вот этой зависимости от трупа. Этим очень умело пользуется Украина, и ровно поэтому, да, вот в этой, длящейся около недели, да, вот этой бомбежки Израиля и США, Ирана, она тоже, вот если еще не возникнула, то уже возникнет, наверное, точно.
И вот эта тема с там, а фейк, не фейк, вот эти все версии, то есть там нет бомбежка школы, Извините, как и просто я убийство, да, внимание, один в месяц, сейчас вы... нет, Мгм. смотрите, в месяц Рамадан, убийство духовного лидера, вместе с семьей, с 14-месячной внучкой, то есть, да, ну, как бы это тоже. Это зависимость от трупов. Украина говорит, мы не можем отдать Донбасс, потому что сколько людей полегло. Или, например, как мы можем подписать невыгодные условия, там, а за что же хлопцы гинули, за что же умирали люди. И сейчас это может четко говорить Иран. А за что Хаменеи мы не простим, у нас красный флаг вместе. А за что девочки погибли? А за что вот там, ну и так далее, и так далее. Как из этого выходить? Есть ли, как говорится, у этой песни есть начало, но есть ли у нее конец? На самом деле, как показывает даже поведение Ирана, у этой песни есть конец. Вспомним, что произошло после ликвидации генерала Касема Сулеймани, когда Иран бегал по потолку и кричал «да мы сейчас, да мы сейчас», а потом сказал «да мы уже отомстили». Я хочу обратить внимание, что все эти стенания по поводу того, что мученик, Рамадан, непростим, там будет пепел биться в наши сердца, это в пользу бедных. А жестокая военная логика заключается в том, что когда иранские лидеры понимают, что их будут ликвидировать один за другим до тех пор, пока один из них не свернется в трубочку, то они вот решают, я как бы буду тем, кого будут ликвидировать, или тем, кто свернется в трубочку. Это первое. Второе, вы абсолютно правы, что в современном мире стала вот эта вот история про слезу ребенка. И это мошенничество, это когнитивное мошенничество, которое ужасно тем, что оно эксплуатирует наши лучшие чувства. Потому что ни один нормальный человек, когда он видит, что прилетело в дом, убило людей, мирных людей, ну, он, как бы даже если он хочет сказать, ну, типа, это в войне всегда бывает, он это, ну, даже публично не скажет, потому что, во-первых, это, ну, нечеловеческое чувство, это нехорошо, это людоедство. Да? Людей безумно жалко. Всегда. Любых. И вот тут нам это чувство берут. И наши же чувства, наши же добрые чувства обращают против нас, потому что, во-первых, абсолютизируют этот случай и говорят, раз прилетело в мирных людей, значит, это всегда стреляют в мирных людей. А мы понимаем, что относительно Израиля, относительно Америки и даже относительно России это совсем не так, хотя Россия более небрежно к этому относится и, скажем так, там, менее тщательно проверяет информацию. Но, тем не менее, мы видим, что каждый раз, когда происходит российский налет, нам говорят, прилетело 100 ракет, прилетело 200 дронов, 2 жертвы. Негодяи опять убили мирное население. Это делается специально террор. Ребята, спецтеррор против мирного населения выглядит совершенно другим способом. Вот и а мы боимся сказать, потому что, ну, как только мы раскрываем рот, то получается мы что? Оправдываем смерть людей мирных. И вот эти интеллектуальные мошенники нас как бы на этом и ловят. И вот замечательно по этому поводу Павел Щерин говорит, что трагедия не является индульгенцией. И надо отделять свои эмоциональные чувства, которые очень правильно испытывать, потому что ну, тот человек, который не сочувствует убитым мирным людям, это людоед. От того, чтобы стать жертвой когнитивной войны, которую ведут против тебя, и когда тебя используют. А что касается Донбасса, так я скажу, что дело обстоит еще хуже, потому что я все последнее время вижу, что есть какой-то Донбасс Шрёдингера. С одной стороны, есть люди, которые живут на юго-востоке, в том числе уже и под властью России, и про которых нам то Михаил Подоляк называет их гражданскими оккупантами, то Гордон говорит, ждали русских, пейте мочу. То, обращая ваше внимание, еще в 2019 году, еще до войны, Зеленский говорит, что тот, кто считает себя русскими, ну, а русскими, например, считал себя Богдан Хмельницкий, да и Гоголь считал себя русским, у него была двойная идентичность. Те, кто считает себя русскими, пусть уезжают в Россию, мы их все равно выгоним. А у нас есть тот же Михаил Подоляк, который рассказывает, что вот сейчас, когда украинские войска зайдут в Крым, то там уже будет не как раньше, там уже нельзя будет на улице говорить по-русски, только у себя дома, не как раньше. Это не как раньше особенно хорошо звучит, если вспомнить, что как раньше там
нельзя было в официальном заявлении подать бумажку на русском языке. Хотя и ты русский, и чиновник, который принимает эту бумажку, русский. И вообще, говорит Михаил Подоляк, вот все, кто проголосовали за присоединение к России, мы их, значит, оттуда выгоним. И вот все эти люди это слушают. И получается, что все они тоже русня, все они тоже украинцы неправильного рода, все они русские, все они гражданские оккупанты, и пусть пьют мочу. А потом выходит Зеленский и говорит, это наши граждане, они страдают. То есть это такие граждане Шрёдингера. Их надо, видимо, освободить, чтобы потом выгнать и подвергнуть этнической чистке. И это, собственно, как раз та вещь, которая и делает невозможной для Украины прекратить войну. И это ровно та вещь, которую поощряет Европа, потому что когда она рассказывает, да-да-да-да, вот есть вот эта вот Украина в границах 91 года каким-то образом, ну, с непонятных времен, и когда колонизованная Россией, и мы обязательно, мы все ваши требования признаем, потому что вот есть русские отдельно, они Тивстен Барбера, и есть украинцы отдельно. И вот на это-то украинскую общественность и ловит. И вот это как раз, наверное, самый главный вопрос. Хотите, зададите вопрос, хотите, я просто продолжу сама, потому что мне кажется, что одна из важнейших вещей, связанных с войной США и Израиля против Ирана, это как раз крушение всего того левого бреда, который нам втирали насчет российско-украинской войны в течение последних 4 лет. Хотите, задавайте вопрос, хотите, я просто сама продолжу. Знаете, опять-таки, у меня только один вопрос ввиду этого крушения левого бреда. Погодите, если так просто разворачивать эту тему войны, тогда мы, получается, оправдываем Трампа. А почему мы... Простите, Трамп делает то, что в стратегических интересах США, точно так же, как Путин, пытался делать то, что было в стратегических интересах России. Мы должны мерить всех одной линеечкой. Мы можем сказать, что обе войны непозволительны и являются агрессией, но мы не можем сказать, что Путину разрешено, а Трампу нет. Понимаете, стрелочка должна поворачиваться. Да, значит, друзья, всем большое спасибо, что проголосовали в вопросе. Значит, какой Извините, и я итог? добавлю, более того, что, конечно, вот одна из самых больших выгод для Кремля от этой войны, для России, более того, от этой войны, вот ровно и заключается в том, что в течение 4 лет нам втирали, что вот есть агрессор и есть жертва, и что агрессор всегда не прав, а жертве всегда все позволено, и она во всем права. И что если кто-то на кого-то полез, они генетические рабы, им надо отменить карточки, и надо обязательно требовать, чтобы твоя собственная армия потерпела поражение. И если вы не свергли в случае такой войны ваше собственное правительство, то вот опять же вы, как и говорится, генетические имперцы. И все это, обратите внимание, сопровождалось пропагандой не только против россиян, но и против собственных граждан Украины. С одной стороны, тех, которые находятся на юго-востоке и должны пить мочу, если они ждали русских, а с другой стороны, украинские аятоллы, украинская национал-деколонизаторская церковь уже ругала и всех москворотах. Уже и все москвороты были неправы, и они помогали агрессору самим своим существованием. И всякая попытка обратиться к тому, что, ребята, это же какой-то вот вы чудовищный бред городите, каким образом, скажем, в человеческой истории зашито чувство желания победы собственной армии. Угу. Никакие римляне... Александр, вот тут давайте мне договорить, это действительно очень важно. На этом я остановлюсь, и мы перейдем к вопросам. Но это важная вещь, которую я хочу сказать. А никакие римляне не протестовали против походов Александра Македонского в Галлии. А если огромное количество россиян было против этой войны, в том числе я, то ровно потому, что они воспринимали эту войну как гражданскую, как трагедию, как войну между двумя половинками единого целого. И если вы вдруг с той стороны приходите и говорите, что, оказывается, это не единое целое, а это вот генетические свиньи поработили свободных эльфов,
Как по этому поводу сказал Михаил Светов, никто не желает добра тем, кто тебя ненавидит. Лохи закончились. А не говоря уже о том, что зачем вы раздираете собственную страну на части и называете ее жителей москворотами, да, советуете людям, которые живут на юго-востоке, пить мочу и так далее, и так далее. Зачем вы это делаете? Нам отвечали, что это новая мораль. Нет, Вот это раньше новая была выгода. старая, а теперь Смотрите, новая. это новая Не-не. выгода. Теперь это все понятно. Мы с вами начинали про вот эти инкассаторские машины, сообщили уже, что отпустили этих инкассаторов. Дело не в инкассаторах, дело в отмывании денег. Это все приносит деньги, понимаете? Нет, Деньги. Александр, деньги, я с вами совершенно согласна. Это один из моментов. Все-таки я закончу. Первое. Вот в истории с американо-иранской войной вы вдруг увидели, что мораль совершенно старая, в мире по-прежнему господствует право сильного, и никто не бегает по буфету с криком «отменить карточки американцам». Более того, американцы не бегают по буфету с криком «мы сейчас, иранцы генетические рабы, мы их сейчас расчленим на части». Даже если они будут Иран расчленять, чего бы они, конечно, тоже хотели, как вариант, они не дураки, чтобы об этом публично говорить. Вместо этого они говорят «мы уважаем древнюю иранскую культуру», бла-бла-бла. И тут действительно возникает вопрос, а какого хрена нам навязывали в случае российско-украинской войны вот эту безумную идеологию, которая, первое, оттолкнула всех россиян, б, расколола украинское общество, и уж вы, конечно, я думаю, что те люди, которые живут в Крыму, если у них были какие-то иллюзии, они совершенно не ждут господина Подоляка с господином Стерненко, чтобы те запретили им говорить по-русски. И количество добровольцев из Севастополя просто огромное. Да? Зачем выстрелили себе в ногу? И ответ очень важный. Выстрелили себе в ногу за тем, что именно такая философия, абсолютно тоталитарная философия, новый марксизм, новый неомарксизм, гарантирует продолжение этой войны практически бесконечное, потому что разумное поведение в нашей с вами ситуации заключается в том, что Россия и Украина говорят: слушайте, ребят, а мы истребляем друг друга, две половинки единого целого, на потеху большому белому господину. Мы индейцы, Украина индейцы, курды которых наняли. Индейцы, которые мочат друг друга за одеяло, о которых вы упоминали, потому что одеяло теперь возят в инкассаторских машинах с наличкой. Но в ситуации, когда есть вот эти вот украинские аятоллы, которые рассказывают нам про русских генетических рабов, сказать это невозможно, помириться это невозможно. И две половинки бывшего единого целого будут истреблять друг друга на радость большим белым господам, и большие белые господа будут говорить: но мы же только хотим помочь Украине. Мы же только вот этот вот несчастный, бедный народ, который жертва российской колонизации. Мы же тут только для того, чтобы он мог продолжать свое сопротивление. Да, значит, как интересно все получается. Значит, итоги опроса. Кто победит в противостоянии Украины и Венгрии? 5% Зеленский, 11% Трамп, 36% Путин и Орбан 48%. Орбан, конечно, на коне. Ну, в том плане, что, по мнению нашей аудитории, которая смотрит этот прямой эфир, он Если бы ваша аудитория голосовала на венгерских выборах, я была бы за Орбана спокойна. Поскольку я не знаю, я врать не буду, если бы я была венгерской гражданкой, я бы, конечно, голосовала за Орбана. Не могу отвечать за других. Значит, венгерка, да, резинка так называли. Собственно, такую длинную, тонкую. Переходим к вопросам. Юлия, как обычно, насколько это возможно, максимально емко, потому что хочется больше успеть, больше зрителей уважить. Емко. Кратко. Краткость, сестра. Краткость.
Даже неудобно говорить, что на видео моя двоюродная сестра. Ну ладно, попробуем. Так, значит, Анна задает вопрос, клуб зрителей Шелеста. Вопрос Юлия. Скажите, пожалуйста, почему вы верите в джентльменские договоренности между Трампом и Путиным? Почему Трамп в своем стремлении ослабить Китай не может спокойно кинуть Путина, разбомбить Россию, как Иран, чтобы лишить Китай нефти? Почему Россия игрок, а Иран нет? Ядерное оружие сдерживает президента США или что-то другое? Смотрите, это я совершенно не джентльменские договоренности. Я верю, что между ними был жестокий торг, в результате которого, возможно, стороны пришли к договоренностям, которые были впоследствии сорваны Зеленским и ЕС. И то это были предварительные договоренности. На месте Путина я бы не верила никаким обещаниям Трампа по трем следующим причинам. Во-первых, там вся нынешняя ситуация, вся нынешняя война в конечном итоге происходит из стремления американских неоконов, даже не демократов, а именно неоконов, добить Россию, падающего толкне, окружить ее странами НАТО и сделать из Украины, как говорил Бжезинский, поссорить варваров между собой. Этот стратегический императив, тем более, когда пролилось столько крови, остается, и Трамп не может ему противостоять. А второй заключается в том, что Трампу на самом деле нечего по большому счету предложить Путину, потому что любые вещи, которые предложит Трамп, сорвет Украина и Евросоюз. И даже если Трамп, скажет, предложит отмену санкций, то да, дальше окажется, что санкции Евросоюза останутся. Не останутся. Ну, не останутся. Ну, вот вы понимаете, Александр, понимаете, вот в этом-то и происходит вот эта ловушка с этими санкциями. А им не надо. Они будут торговать между собой. А США будет торговать с вот этими. Они не останутся ровно по той причине, что люди тогда разведут руками и скажут: подождите, а зачем нам, например, США как посредник? Если США будет наваливать цену, а сами покупать, купи дешевле, продай дороже. Санкции разрушатся. Это все, эти все не были, они сейчас уже рушатся через Орбана и Фица. Ну, через вот это противостояние, потому что те заблокировали, а до этого же подголосовывали, там как ни крути. И новые санкции не примешь, и деньги не выделишь на Украину. То есть это клубок проблем. Вот поймите, вот стоит только вот принять одно конкретное решение, а дальше ветка понесет вообще в другую сторону. Вот мне так понравилось, немецкие, по-моему, где-то в немецкой я читал прессе, говорят, нет, это немецкий предприниматель, тот, который в Палантире работал, вылетела фамилия из головы, пишет, говорит: ребята, Европе просто закончить войну. Просто уйти из-под удара. Им нужно просто созвониться с Путиным, встретиться, перезаключить контракты, запустить работающую ветку Северного потока, подчинить неработающую. И просто надо покупать у России нефть и газ. И все сразу изменится. Это просто, потому что когда приходят люди коммерческие, какие сейчас у руля в Соединенных Штатах Америки, коммерческие, да, бизнесмены, это все разруливается на раз-два. И Европа спокойно будет, если затянется эта война, вы там убеждены, возможно, что Америка победит. А если Америка проиграет, то Европе некуда деваться. Ей надо покупать у России нефть и газ, понимаете? насчет нефти и газа согласна. Они найдут окружные пути, но вы недооцениваете. Современные европейские политики, современная европейская бюрократия неадекватная. Они думают только об увеличении собственных полномочий, то есть размеров регулирования. И даже если какие-то санкции, например, на тот же самый нефть и газ, будут сняты или обойдены, то я вас уверяю, что на самом деле санкцию на Россию, с моей точки зрения, это навсегда. По умолчанию следует полагать, что это санкции навсегда. Сейчас я имею в виду, что я объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что если российское предприятие захочет открыть счет в Европейском банке, то без всяких санкций с него сток съедят, проедят такую плешь, что оно этот счет не откроет. А так работает современная европейская бюрократия, которая уничтожает собственные ядерные электростанции,
собственное население уничтожает мигрантами, собственную экономику уничтожает безумными регуляциями. И скажите, пожалуйста, если эта бюрократия неадекватна в части собственной экономики, почему она будет адекватна в части России? Так может, надо не Иран бомбить, а Европу, чтобы в чувство привести. Ну, так это уже после Батаклана кто-то сказал, что зачем нам бомбить, я не помню, что тогда бомбили Сирию, надо бомбить Мюлленбек, это пригород Брюсселя, откуда они все и были. Но вот очень коротко резюмируя ответ на ваш вопрос, я бы на месте Путина не верила обещаниям Трампа, потому что начиная с 1991 года вся история взаимоотношений России и США – это история обещаний США, которые каждый раз Россию кидали. Не потому, что это я не говорю, а Россия бедная, нас кинули. Я говорю, что каждый, кто является лохом, того затопчут. А если ты фактически находишься в состоянии колонии США, а в России в 90-х Россия была колонией США, тебя кинут, в общем, падающего толкни. Это вполне разумное геополитическое поведение. Но если тебя 30 лет кидали, то, простите, но ты будешь лохом, если с теми же самыми Минскими соглашениями, да? А если тебя 30 лет кидали, то будешь лохом, если ты скушаешь еще раз. Угу. Даже если у Трампа очень хорошие намерения. Ведь потом, понимаете, что получится? Самый последний довод. Уйдет Трамп, придет новый президент, скажет, извините, не получилось. Так, значит, вопросы. Вот такой еще вопрос. Да, вот здесь. Значит, возмущается пользователь. Россия 30 лет звонила в службу безопасности Сбербанка и объясняла, вот что надо делать. И Россия много раз это делала. А как бы, если тебе звонит первый раз служба безопасности Сбербанка, то претензии могут быть к ней, но если ты делаешь это 10-й раз, то претензии, согласитесь, уже к тебе. Значит, почему, Михаил задает вопрос, откуда такое поклонение у русских людей, особенно в оппозиции, к Америке? В чем сила, Юлия? И возмущаются люди, говорят, да ё-моё, стратегические интересы США – это вписываться за Израиль. Трамп и Рубио об этом все сказали, что они защитили Израиль. Причем тут США? Очень слаба сейчас риторика от защитников Трампа. В чем сила? Откуда такое, скажем так, раболепие? Раболепствуя, но не лебезя. Знаете, вот есть такой КВНовский юмор. Еще в советские времена было принято, с одной стороны, люди хорохорились, что мы тут уникальные, но приезжал иностранец, и перед ним рассыпались мелким бесом и накрывали ему лучший столик с икрой. Смотрите, во-первых, совершенно понятно, частично это поклонение связано с тем же самым, что испытывал Петр I, когда приехал в Голландию. Это была страна, которая выиграла холодную войну благодаря своему лучшему экономическому и государственному устройству. И, естественно, было желание ее подражать или встроиться в тот новый мировой порядок, который был построен. Проблема, собственно, заключается в том, что, во-первых, выяснилось, что Россию в этот порядок по факту не берут, потому что она Россия и слишком большая. Это, к сожалению, констатация, печальная факта. Дело не в том, что есть какая-то особая русофобия, а просто Россия, которая слишком большая, не вписывается в архитектуру безопасности, как она была построена в Восточной Европе на основе НАТО, и, соответственно, становится за пределами этой архитектуры, и дальше, собственно, все, что мы видели. Угу. А во-вторых, этот новый мировой порядок, особенно за последние несколько лет, он очень сильно потускнел, потому что нам говорили, что это демократия, свобода, рыночная экономика, что там еще, и самое главное, очень высокие моральные стандарты. И вот как-то и с тем, и с другим, и с третьим, за исключением разве что самой демократии, начинается глубокая напряженка. То есть как бы мне бы не хотелось, чтобы Россия походила на Великобританию, где премьер Кир Стармер заискивает перед исламом.
Так, вот такие вопросы в сообществе YouTube. Лина Востроилова. Почему на территории Украины люди были согласны на эксперименты, оплаченные USAID? А откуда готовность, которая не ну, в общем, откуда готовность, которая не обнаруживалась ни в Беларуси, ни в России? Но, во-первых, это не совсем так, потому что в том-то и особенность нынешнего существования России, что оказалось, что значительная часть проевропейской верхушки, проевропейски настроенных людей в обществе, когда началась война, они были готовы прощать и Европе, и США абсолютно все и кушали пропаганду, вот воспроизведя самые дикие образцы украинской пропаганды, но просто чтобы соглашаться с коллективом. Это, на мой взгляд, просто вот крах этого проевропейского направления в направлении, в интеллектуальном развитии России. Так что нет, какая-то часть общества, она, да, вот это до сих пор кушает. А что касается Украины, то как раз мне кажется, что тут исключительно сложно было не поддаться, потому что в 91 году мы все считали, что вот мы наконец попали в полдень 22 век, все мы туда идем в Европу. Извините, что я говорю мы, там китайская вот это вот woman doll, все мы вместе. Но я думаю, что в данном случае оно оправдано. Вот все мы идем в Европу, и та страшная ловушка, которая была отставлена украинскому обществу, как раз и заключалась, что в какой-то момент украинскому обществу сказали: слушайте, вот мы этих русских в Европу не возьмем, а вас возьмем, но при условии, если вы скажете, что вы не русские. Ну да. Ну а почему в И Беларуси не вместо получилось? того, чтобы... Потому что там Лукашенко. И вместо того, чтобы сказать: ой, что-то вы нас, как это, не туда... Не может такого быть, чтобы вы нас в демократическую Европу, которая основана на принципах равенства, звали бы при условии, что мы подпишемся под, ну, по сути, нацистскими высказываниями и переписывание своей собственной истории, и культурную революцию. Такого не может быть. А, Но сопротивляться-то такой когнитивной да. наживке очень сложно. Значит, здравствуйте. Вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, слова начальника ГРУ Костюкова, что переговоры по Украине нужны больше США, чем России. Что он имеет в виду? Может, что-то связано с Эпштейном? Или помню, как около года назад был вброс, что у Путина есть какой-то компромат еще до обналичивания Эпштейна файлов. Слушайте, ну никакого компромата, это все вот из этой серии там досье «Золотого дождя» и прочее. Костюков имеет в виду, это фраза нормальная для переговорщика, типа он набивает своей корове цену, говорит: а мы-то можем воевать бесконечно, а вот вам нужно оторвать нас от Китая. Вот и все, что он говорит. Александра задает вопрос. Все это словно капля в море океана заблуждений, высосанная из пальца пустоты. И, кажется, поклонению Западу и дяде Сэму стало неотъемлемой частью вашего мышления, как дыхания. Почему-то вы рисуете для России сцену апокалипсиса, как художник, создающий лучшие ужасы, а для США мечта о светлом будущем, словно сказка с хэппи-эндом. Но если взглянуть на фото, где Трамп кричит на Хекседа, не скажешь, что все так гладко, скорее, как у режиссера утренних комедий о власти. А Иран, который за полвека построил в глубине земли свои ракетные города и бункеры, оказывается лучше подготовлен, чем Америка, которая пригнала 2 авианосца и десяток истребителей. Спустя пару месяцев США также будут уверять всех, все под контролем, несмотря на то, что ракеты Ирана летят и поражают ежедневно цели. Ну, мне сложно комментировать, что в голове этого человека, если я говорю, что, ну, во-первых, Россию не берут на Запад, а во-вторых, Запад потерял свое очарование как способ устройства жизни. А человек говорит, что я очарована Западом. Мне просто этому человеку действительно нечего ответить. Что касается его рассказов о том, что, значит, американские, иранские ракеты все летят и поражают, ну, я выражаю ему также соболезнования его когнитивным способностям, потому что иранские ракеты летят все меньше. Иранские пусковые установки вынесены или будут вынесены в ближайшее время. А
иранская способность наносить ущерб в ходе этой войны, очевидно, будет сведена к нулю. И это и будет главным, несомненным результатом этой войны. Мгм. Так, в чате много Других особых вещей не будет чем похвастаться, но зато это будут практически никакие затраты в смысле жизни для американцев. Да, значит, в чате пишут, о каком бережном отношении Америка и Израиля вы говорите. Ирак в труху, Палестина в труху, Ливан в труху, Ливия, как я понимаю, вообще больше не существует. Зачем так врать про бережливость Америки и Израиля? Бережливость имеется в виду в каком смысле? Ну, вы высокоточечные удары, вы говорили выше, там, раньше в эфире. Это достаточно высокоточные удары, кроме того, ровно то, что я и говорила, что обратите внимание, что в отсутствии возможности колонизации стратегия Соединенных Штатов – это такая стратегия Аттилы. Если страна или территория, регион представляет вам стратегическую опасность, и вы не можете его оккупировать, то вы этот регион уничтожаете. Я напоминаю, почему я упомянула Аттилу, потому что вот когда Аттила в 460-х годах просто уничтожал все города Римской империи, которые существовали на западной границе, от Мангантиакума до, соответственно, городов Галлии, то возникает вопрос, а зачем войска Аттилы прикладывали столько усилий для того, чтобы не просто зарезать жителей, но и города сами стереть с лицом земли? Ответ, потому что эти города представляли собой 500-километровую укрепленную полосу фактически препятствий на западной границе Римской империи. Аттила не мог их контролировать, у него было слишком мало войск, слишком мало административных способностей, зато он мог их уничтожить, чтобы они не препятствовали дальнейшим походам. Вот в условиях отсутствия возможности колонизации уничтожение твоих потенциальных стратегических соперников, собственно, этим и кончается. И можно сказать, что Ближний Восток просто полностью на самом деле дестабилизирован, и там страны, которые при Саддаме Хусейне, Ирак, который при Саддаме Хусейне имел инженеров и создавал оружие, и создавал в том числе что-то гражданское, да, когда он в каменном веке, он уже ничего не может создавать. То же самое случилось с Югославией, но в меньшем, конечно, масштабах. Да, к сожалению, получается такая стратегия Аттилы. Я могу еще древний Ханаан вспомнить, не но не надо. будем. Маргарита спрашивает, почему Россия не займется, наконец, своим внутренним благополучием и процветанием, а не вот это вот все. Потому что, к сожалению, одна из вещей, которая оказалась с 1991 года, что внутреннее благополучие и процветание требует целостности империи. Вот, например, Китай, в котором тоже очень много языков, гораздо больше отличающихся друг от друга, чем русский и украинский, не распался. И он сумел так впечатляюще себя реформировать. Это ловушка 22. А когда ты находишься на периферии целого мира, ты отчасти сам себя вытеснил, отчасти тебя вытеснили, то есть это взаимозависимый был процесс, то для того, чтобы стать самодостаточным, ты должен иметь большое население и большую территорию. Причем не надо говорить, что это значит территория где-нибудь там на севере очень большая. Эта территория должна выходить к морю. Эта территория должна включать исторические территории. Ты не можешь себе позволить с тем, чтобы исторические территории, которые говорят на русском языке, людей, которые считали себя русскими или одновременно украинцами и русскими, чтобы они превратились в проект «Антироссию». Дальше оказывается, что в попытке вернуть себе эти территории и в попытке закрыть проект «Антироссию» ты несешь грандиозные потери, ввязываешься в войну, экономику, если не истощаешь, то, в общем, короче говоря, куда ни кинь, всюду клин. Так, Продолжать можно только вперед в этой ситуации. Главное, чтобы не вперед ногами.
знаете. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что пишите, за то, что поддерживаете, за то, что ставите лайки. Спасибо большое, что, несмотря на это обеденное время, больше 10 тысяч онлайн. Подпишитесь на Юлию Латынину, поставьте лайк этому видео, потому что тут вот видел в чате, кто пишет: «О, наконец-то YouTube заработал без VPN». Ну, такое бывает там, в зависимости... Это, видимо, в России. Да, в России, видимо. Ну, то есть, такое бывает в зависимости там, от провайдера. Хотя вот сегодня тоже очень живо обсуждают. Там же Путин поговорил, ну, встречался, встреча очередная была, и поговорил как бы на камеры с полковницей, женщина военной, связи. Да, и они обсуждали с ним Телеграм и о том, как Макс или Мах, в общем, надо усовершенствовать. И уже полетели заявления депутатов Госдумы, это было вчера, а сегодня заявляют, что, судя по всему, Телеграму осталось недолго. Сегодня было еще разъяснение от российских органов о том, что реклама в Телеграм, ну, заказывать рекламу в Телеграм и в YouTube, и в Facebook, короче, это вообще чуть ли не противозаконно. В общем, судя по всему, от вот этих вещей Россия отрывается. Как думаете, оторвется и быстро? И признаком чего это является? В Украине отдельные депутаты считают, что это является признаком будущей, скорой, большой мобилизации. Я не говорю всеобщей в России, но, в общем, большой российской мобилизации. Нет, я думаю, что котлеты отдельно, мухи отдельно, что это связано с, ну, частично с коммерческими желаниями совладельцев Макса, но гораздо больше это связано с общим трендом на окукливание общества. Мне кажется, это гигантская ошибка. И я понимаю, что Кремль боится, что вот там придут нехорошие грантососные юэсэйдовцы и расскажут русским, что они генетические рабы, а бедные русские расплачутся и скажут: ой, мы хотим так в концлагерь перевоспитаться, а то нам никто не объяснил. Мне кажется, что как бы здравая часть общества вполне без всяких кремлевских подпорок дает бой такого рода пропаганде. И такого рода пропаганда перестала действовать, кроме как на самых маргинальных людей, которые, ну, по жизни лузеры, и просто им надо объяснить, что в их лузерстве виноваты все, кроме их самих, ну, в частности, кровавый режим. И это очень плохо, потому что в современной мире выигрывает тот, кто может также первенствовать в науке и экономике, и технологиях. Наука, экономика, технологии невозможны без значительной степени свободы. И, скажем, в том самом Китае, который имеет автономные мессенджеры, я напомню, что они развивались сначала на рыночных условиях. То есть сначала Байду и Вичат всех победили, а потом они стали монопольными. Поэтому сделайте так, чтобы Макс мог конкурировать на равных с Телеграмом, ну, и жители России в значительной степени сами перейдут в Макс. Пока мы видим ситуацию ровно наоборот. Разрушают Дурова, который, между прочим, у которого 10% рынка в России, которого очень не любят на Западе, просто стреляют сами себе в ногу, лишь бы угробить его бизнес. С другой стороны, этот бизнес гробит на Западе. По-моему, около 100 миллионов человек в России пользуются Телеграмом. Это значит, что этим 100 миллионам на ровном месте плюнули в душу. Вот просто на ровном месте. Да, можно было и не плевать, потому что в Телеграме представлены любые каналы, и я не думаю, что тот человек, который, я не знаю, большой поклонник РДК, что он в отсутствии этих каналов, значит, прозреет и станет слушать исключительно Маргариту Симонян. И наоборот, думаю, что, кстати говоря, ничто так неэффективно сплачивало людей вокруг России, как украинская пропаганда, как радио «Тысячи деколонизованных пельменей», бывшее радио «Свобода». Просто они проделали такую грандиозную задачу, работу, которой, ну... А уж Владимир Александрович Зеленский лично, понимаете, вот как он с Орбану, я думаю, он сейчас подкинул 5% пунктов на голосование. Так вот, какую он работу в пользу Путина проделал,
Я просто считаю, что Путин должен тайно Владимира Александровича Зеленского хотя бы за одну фразу «пусть уезжает в Россию и свергает Путина», и за другую фразу «все, кто платит в России налоги, преступники», просто тайно выписать ему какие-то большие премии. И не тайно. Знаете как? Мы же видели, помните, это Протасевич, а он агент оказался, агент. А Ну тут... ладно, это уже даже не конспирология. Это фантазии, да. Александр, люди делают очень много вещей не от ума и по каким-то совсем другим причинам, чем те, которые... Вернее, люди делают по одной причине, и мы только что эту причину разбирали, да, что эта причина приводит к тому, что Россия и Украина стачиваются друг от друга, и мир невозможен. А все остальное – побочное следствие. Друзья, всем большое спасибо за этот эфир. Юлия, спасибо за время и мысли. Александр, вам спасибо. Как всегда, было прекрасно. Друзья, напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга.